Ребятки, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я буду лепить монстра полярного пика из игры Fortnite. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал и не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Для лепки фигурки я, как обычно, буду использовать каркас из алюминиевой проволоки. Сначала слеплю туловище. Внутреннюю часть сделаю из скульптурного пластилина темно-оливкового цвета. Впервые монстр, ныне известный нам как Катус, был замечен в патче 9.10 в виде огромного глаза под полярным пиком, который реагировал на присутствие игрока. Как потом оказалось, чудище нещадно разломило пик и ушло в океан. Выйдя из своей тюрьмы и взяв с собой башню полярного пика, Катус уничтожил несколько небольших мест, таких как дом в приятном парке и коттедж на богатом берегу. Он также оставил след на своем пути в море. Предположительно, монстр был пойман в ловушку во льду задолго до появления Ледяного Короля в качестве секретного оружия замедленного действия. Вскоре после этого игроки заметили башню полярного пика, которая самостоятельно перемещалась по морю. При дальнейшем осмотре башня оказалась монстром, который плавал со своей дорогой добычей, украденной во время побега. После побега большого монстра, обнаруженного в айсберге полярного пика в тепловых трубах, начал отстраиваться робот, способный противостоять гиганту. Робот получил имя Догус. 20 июля в Fortnite завершился ивент 9 сезона, кульминацией которого стала битва между гигантским роботом и доисторическим звероящером. Разборка в стиле Тихоокеанского рубежа длилась около 5 минут, а рингом для противников стала вся карта королевской битвы от Epic Games. Чтобы было удобнее следить за противостоянием робота и чудовища, разработчики вернули в игру джетпаки. С их помощью пользователи могли взлететь в воздух и посмотреть на битву с высоты. Сражение началось на расстоянии, когда робот выстрелил ракетами в своего врага. Как только битва превратилась в рукопашный бой, монстр оторвал руку робота и, казалось, был на грани победы. Но робот извлек меч из какого-то подземного источника силы острова. Затем он проткнул чудовищу череп и, станцевав победный танец, взлетел в небо, оставив позади скелет существа с воткнутым в него мечом. Теперь этот монумент на карте вы сможете посетить во всех режимах игры. Ребята, если вы хотите, чтобы я слепил еще и робота, то ставьте лайк и пишите в комментариях. Ну а я продолжаю лепку. Туловище и ноги я уже слепил, теперь слепим монстру огромные руки. Для каркаса рук я также буду использовать отрезок алюминиевой проволоки. Когти на лапах я слеплю из пластилина черного цвета.
На спине у монстра 5 отростков, похожих на щупальца. На спине монстра я слеплю часть замка, которую он захватил с собой при побеге. Теперь слепим голову. Голова готова, при помощи кусочка алюминиевой проволоки присоединяю ее к туловищу. Итак, ребята, вот такой монстр полярного пика у меня получился. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Также подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на Инстаграм. Все ссылочки есть в описании под этим видео. Далее, как обычно, будут приветики от нашего кота Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы присылаете в нашу группу ВКонтакте.
Привет от меня сегодня получают любитель ФНАФ, Ярик Че и Воробей 101. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем вам отличного настроения. До скорой встречи.